Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале Dmitry D Tutors. Сегодня мы поговорим о базовых принципах смешивания рендер-пасов. Попробуем собрать изображение и сделать его максимально похожим на то, что получается после рендеринга Octane. В уроке будет много интересных мелочей, которые в дальнейшем помогут ускорить работу по сборке рендер-пасов. На сайте Patreon вы можете найти исходники к уроку, а также готовый файл Fusion со всеми нодами. В предыдущем уроке мы импортировали секвенцию, в которой содержится 5 изображений, а также поговорили про организацию рендер-пасов. После того, как Octane сохраняет изображение формата XR с поддержкой слоев, в исходнике всегда есть Pass Combined. Это универсальный рендер-пас, полученный после рендеринга. Если перемещать курсор по шкале времени, мы увидим, что кадры будут меняться. Получается, что каждому изображению соответствует свой кадр. В будущих уроках я покажу, как сделать одно дерево настроек, а также использовать его для всех изображений. Для отображения рендер-пасов в ACES мы будем использовать LUT. Настройка OSIO осталась без изменений. Смещаю ноду Combined немного выше. Сейчас я свободно перемещаю ноду, и она движется без привязки к чему-либо. Чтобы сделать привязку ноды к сетке, необходимо нажать правую кнопку мыши в окне Nodes. В меню выбрать Arrange Tools to Grid. Сейчас видно, при перемещении ноды происходит привязка к сетке. Обратите внимание, сейчас у меня выбрана нода с исходным изображением. Далее на панели избранного я добавлю ноды с цветокоррекцией. Эти ноды будут автоматически выровнены в горизонтальном направлении с привязкой к сетке. Обратите внимание на линии со стрелками, идущие от исходника в сторону первой и второй ноды цветокоррекции. Желтый цвет показывает связь между исходной нодой и нодами цветокоррекции. Выделяю ноду цветокоррекции и смещаю ее чуть ниже. Привязка к сетке по-прежнему работает. Здесь вы сами для себя решаете, подходит ли вам такой пайплайн. Давайте отключим привязку к сетке и включим другой тип. Это привязка к присоединенным нодам toConnected. Что это означает? Обратите внимание, сейчас, если я двигаю ноду вверх, она будет автоматически выравниваться по горизонтали относительно предыдущей ноды. То же самое происходит с крайней нодой. Для того, чтобы добавить разделители линии в виде точек, нужно нажать на Alt и сместить точку в нужном направлении. Сейчас привязка точки происходит по двум нодам, поэтому выравнивание получается по двум осям и работает идеально. Если выбрать ноду цветокоррекции, на панели избранного добавить еще такую же ноду, она автоматически будет создана на линии между предыдущей нодой и разделительной точкой. Это очень удобно, и мне не нужно каждый раз встраивать ноду в дерево. Пользоваться этим можно на любом уровне. Вот еще один пример. Это была небольшая вводная часть по работе с нодами и их привязкой относительно друг друга. Переходим к основной части урока. Начну я с группы Diffuse. Смещаю все ноды, которые находятся на подложке чуть выше. Меняю размеры, чтобы внутри группы было место для других нод. Вот Pass Diffuse Direct, Diffuse Indirect и Diffuse Color. В Octane он называется Filter. Ноду с цветом смещаю ниже. В Fusion есть две ноды для смешивания изображения – Merge и Channel Booleans. Перетаскиваю ноду Merge в окно Nodes и размещаю ее вот здесь. Обратите внимание, сейчас привязка не работает, так как ноды не соединены друг с другом. В ноде Merge есть три стрелки. Желтая, которая соединяется как изображение, фон,
и зеленая, которая используется как слой выше. К синей стрелке присоединяется изображение с маской. Теперь я хочу смешать два рендер-паса друг с другом. Чтобы это сделать, нажимаю на серый квадрат в правой части ноды Diffuse Indirect и перетаскиваю его в качестве поверхностного слоя. То же самое я проделываю для ноды Diffuse Direct, но ее я буду использовать как фон. Последовательность здесь не важна, за исключением только одного момента. В дальнейшем, если вы захотите изменить плотность паса Diffuse Indirect, при такой последовательности это будет очень легко сделать. Давайте посмотрим, что получилось и как будет выглядеть нода Merge. При изменении параметра Blend изображение становится темнее. Данный параметр воздействует на прозрачность поверхностного слоя, то есть Diffuse Indirect. Для того, чтобы смешать оба паса, нам потребуется режим смешивания Add. В ноде Merge он называется Alpha Gain. Значение по умолчанию равно единице. Чтобы добиться нужного результата, меняю значение на 0. Чтобы каждый раз не тратить время на изменение этого параметра, настройки ноды, которые я сейчас применил, можно сохранить как стандартные. Нажимаем правую кнопку мыши. В нижней части меню находим Settings и выбираем Save Default. Теперь, если я создам новую ноду Merge, настройки будут те, которые мы использовали, сохранили в предыдущей ноде. Теперь еще один очень удобный способ, как быстро соединить изображение с нужным пином. При перетаскивании серого квадратика наведите курсор мыши на нужную ноду и нажмите Alt. Появится небольшое окно, в котором можно выбрать тип соединения. Здесь выбираю Foreground, а для паса Diffuse Direct буду использовать Background, как и в прошлый раз. Пожалуйста, помните, режимы смешивания пассов для всех программ одни и те же. Сейчас видно, что параметр Alpha Gain равен нулю, и мы получили режим смешивания Add. Теперь я покажу одну небольшую хитрость. Как вы могли заметить, оба пасса выше отрендерены с уже приумноженным цветом. Чтобы получить чистый, без цветов пас освещения, нужно сделать следующее. Добавляем ноду Channel Booleans. Она есть на панели избранного. Diffuse Filter соединяем в качестве поверхностного слоя. Ноду Merge, в которой содержится информация с освещением, соединяем в качестве фона. Самое главное в ноде Channel Booleans изменить режим смешивания на Divide. Если режим смешивания Multiply окрашивает изображение, то Divide имеет обратный эффект. Давайте посмотрим, что получилось. Вот так выглядит пас освещения без цветов. Чтобы снова умножить полученное изображение и получить пас освещения с цветом, добавлю новую ноду Channel Booleans. Diffuse Filter будет соединен в качестве поверхностного слоя, а предыдущая нода с чистым освещением будет использоваться как фон. Режим смешивания меняю на Multiply. Сравним исходный пас и полученный. Как мы видим, никакой разницы. Чтобы действительно убедиться в том, что разницы нет, воспользуемся еще одной нодой Merge. Сейчас я покажу еще один способ, как можно смешать два изображения. Нажимаю на серый квадратик той ноды, которую планирую использовать в качестве поверхностного слоя. Далее перетаскиваю его к серому квадратику второй ноды, которая будет определена как фон. Автоматически рядом создается новая нода Merge. Здесь нужно поменять режим смешивания на Difference. Далее параметр Gain выставить на единицу. В окне Viewer мы увидим черное изображение. Это говорит о том, что пасы сложены правильно. Далее удаляю ненужные ноды и оставляю Merge, где содержится пас с компонентами Diffuse. Далее переходим к сборке пасов с отражениями. Расширяю подложку для дополнительного места.
совмещая output ноды indirect поверх direct. Кстати, если навести курсор мыши на стрелку, видны значения. Если вы хотите, чтобы при таком способе всегда создавалась нода Channel Booleans, переходим в настройки, File, Preferences. В глобальных настройках находим раздел Defaults, напротив Merge меняем на Channel Booleans. Нажимаем Save. Теперь, если я сделаю то же самое, автоматически добавится нода Channel Booleans. Как я уже говорил, если вы планируете смешивать изображение поверх другого, необходимо нажать на серый квадратик и перетащить его ко второй ноде. Для того, чтобы удалить связь, нужно навести курсор мыши на линию, далее нажать двойной клик. После этого связь между нодами будет удалена. Снова изменим системные настройки, чтобы при соединении ноды автоматически создавалась нода Merge. Еще раз проделываем то же самое. Reflection Indirect смешивается с нодой Reflection Direct. Для большей аккуратности создаю точку и выравниваю ее следующим образом. Параметр AlphaGain также задает смешивание. Далее пристыковываю паз с рефракцией. Снова расширяю подложку, чтобы в дальнейшем внутри можно было создавать дополнительные ноды. Вот так сейчас выглядит паз. Обратите внимание, сам компонент рефракции присутствует не только в стекле, но и в верхней части, а именно в занавесках. В последующих уроках с помощью нод выделения я покажу, как отделить эти участки для индивидуальной обработки. Все то же самое проделываю с пасом просвечивания. Теперь возникает самый интересный вопрос: как же собрать все рендер-пасы в единое изображение? Помните, что Diffuse компонент является базовым. Я рекомендую размещать его в качестве фона. Важно понимать, что сейчас каждая группа пасов – это результат, полученный при смешивании базовых рендер-пасов. Чтобы совместить отражение, я нажимаю на серый квадратик и перетаскиваю его к ноде Merge с Diffuse. Автоматически создается нода Merge, которая будет находиться за пределами групп. С помощью клавиши Alt выравниваю линию следующим образом. Кстати, если вам нужно поменять направление нод, то есть сделать Diffuse поверх Reflections, используйте комбинацию клавиш Ctrl плюс T. Давайте посмотрим, что у нас получилось. В ноде Merge параметр Blend регулирует степень смешивания, прозрачность отражения. При значении 0 отражения полностью исчезнут. Соответственно, значения между нулем и единицей сделают их менее или более видимыми. Чуть прозумирую, чтобы показать, как будет меняться изображение. Также вот здесь это очень хорошо видно. Далее проделываем похожую процедуру для рендер-паса рефракции. Режим смешивания по-прежнему используем Add. Значение AlphaGain будет равно нулю. Давайте посмотрим, что изменилось. Отчетливо видно, что материал с стеклом, рулонная штора, а также занавески стали пропускать свет. Не менее важный Render Pass Transmission просвечивания также смешивается в режиме Add. Посмотрите, насколько интереснее становится изображение. Теперь сравним базовый результат рендеринга Octane с тем, что у нас получилось. Для этого воспользуемся инструментом Split Wipe. В левой части разместим полученный результат, а в правой исходный. Чтобы сместить области изображения А и Б, нажимаю в центре зеленого квадрата и перетаскиваю его в любом направлении. Вы видите разницу? Я нет. Изображение получилось таким же, без каких-либо изменений. Теперь у вас должен появиться вопрос: а собственно зачем мы все это делаем? Попробуйте понять, как сейчас формируется наше дерево нод. Мы формируем изображение с помощью отдельных компонентов, к которым можем применять любые фильтры,
цветокоррекцию и многое другое. Это дает несравнимо больший контроль и гибкость по работе с изображением. Выделив ноду Diffuse Direct, я добавляю ноду Color Corrector. Это очень мощный инструмент, с помощью которого можно менять цвет. Сейчас я пробую менять окраску изображения, меняю положение точки. На ней, кстати, указана буква M, что означает воздействие осуществляется по всем каналам. Но, как мы видим, визуально это никак не отображается. Почему? Просто потому, что эта нода не активна в окне Viewer. Вот теперь все в порядке. Кстати, с помощью вот этой кнопки можно включить или выключить ноду. Комбинация клавиш для этого Ctrl плюс P. Обратите внимание на изображение и как оно окрашивается. Вот здесь это очень хорошо видно. С помощью Split Wipe разделяю экран. В левую часть я размещу изображение до, а в правую после цветокоррекции. Видно, что в изображении справа цвет более насыщенный в средних и темных участках. Это происходит потому, что в ярких участках яркость пикселя превышает значение единицы. То есть мы практически не видим разницы. Сейчас с помощью параметра Gain я пробую усилить силу солнечного света. В некоторых участках появляются дополнительные детали. К ноде Diffuse Indirect я также применяю ноду Color Corrector. Как и в предыдущем примере, с Diffuse Direct использую Split Wipe. С помощью канала Gain я меняю плотность вторичного освещения. Уменьшая данное значение, я делаю интерьер темнее или наоборот, светлее. Пробую менять гамму, а также окрашивать новым цветом. Обратите внимание, как сейчас меняется яркость интерьера. Значение гаммы, понижение значений добавляет большего контраста. Если вам нужно сбросить настройки ноды, нажимаем вот здесь. Есть еще один момент, о котором я бы хотел рассказать. В ноде Color Corrector есть возможность сохранять настройки в пресеты и переключаться между ними. Вот сейчас я меняю некоторые значения. Далее я нажимаю на кнопку версии. Появляется список, который можно использовать как пресеты. Продолжаю менять настройки. Далее нажимаю версию 2. Также меняю настройки. Теперь, если переключиться между пресетами 1 и 2, мы увидим разницу. Это очень удобно. Теперь поговорим о настройке отражений. Добавляю ноду Color Corrector к пассу Reflection Direct. Сейчас я пытаюсь воздействовать на силу отражения. Но как мы видим, практически ничего не меняется. Для того, чтобы увидеть разницу, я активирую исходный пасс и найду освещенные участки. Обратите внимание, как параметр Gain воздействует на отражение. Добавлю ноду Color Corrector к пассу Reflection Indirect. Также с помощью параметра Gain мы можем менять степень отражения, ослаблять или усиливать. Сейчас я включу ноду, которая отображает комбинацию пассов Diffuse и Reflection. Смотрите, как меняется сила отражения. Пробую окрасить пасс. Добавить ему дополнительных цветов к отражению. Большим преимуществом является то, что изменения не затрагивают других компонентов, то есть воздействуют исключительно на данный пасс.
Несмотря на то, что я не тратил много времени на подбор цвета для металла, сейчас он выглядит очень хорошо. Появились дополнительные оттенки синего. Добавляю новую ноду Color Corrector напротив Path Reflection. Если изменить параметры, Gain, общую покраску, все это будет применяться исключительно к данному пассу. Сейчас я попробую добавить оттенков оранжевого. Давайте сравним результат до и после. У нас остался последний в данном уроке пасс, который формирует просвечивание. Создаю ноду Color Corrector и активирую ноду Merge, чтобы видеть финальное изображение. Пробую окрасить данный пасс. С помощью гаммы добавляю чуть большего контраста. Это был базовый урок по работе с рендер-пассами и легкой цветокоррекцией. В следующем уроке мы продолжим работу над сборкой данного интерьера. Будет интересно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравился данный урок, буду рад лайку и подписке. Чтобы всегда быть в курсе новостей канала, включайте колокольчик. Что-то не получилось? Пишите в комментариях. Удачи, пока!